Приветствую вас, дорогие коллеги. Это первая серия проекта «История компьютерных РПГ» 1975-2025. Игры, разработчики, компании, определившие современную игровую индустрию. То, без чего ее невозможно представить, еще труднее понять. Сегодня в программе 1975 год. Варгеймы, бейсбольные симуляторы, Властелин колец, Dungeons and Dragons, система Плата, первые компьютерные ролевые игры и темные века РПГ. С вами Лор-Мастер. Приятного просмотра. Предлагаю для начала погрузиться в реалии 1975 года, чтобы понимать, что происходило в мире и прежде всего в Америке, где ролевые игры и появились. В 1975-м вовсю шла разрядка холодной войны, закончилась война во Вьетнаме, был осуществлен совместный советско-американский полет в космос «Союз Аполлон» и легендарное рукопожатие на орбите. Были подписаны Хельсинкские соглашения, закрепившие границы стран послевоенной Европы. Однако в самих Штатах ситуация была непростой. Правление малоизвестного сейчас президента Джеральда Форда связывают с ворохом экономических проблем. Рост инфляции, безработица, демографический кризис, банкротство. От всего этого, конечно, хотелось укрыться в уютном мире эльфов и гномов, двери в которые открылись 10 лет назад с первой публикацией трилогии «Властелина колец» в Америке, которая сразу же стала бестселлером и обрела культовый статус. В 1975-м черно-белая фотография еще вовсю соседствовала с цветной, а вот все кино уже было в цвете. На экранах американских кинотеатров показывают безумно популярные «Челюсти» от некоего С. Спилберга, первый признанный блокбастер в истории кино. Джек Николсон пролетает над гнездом кукушки, за что он получит свой первый Оскар. Ален Делон махает шпагой в роли испано-американского супергероя Зорро. А будущие фанаты и разработчики РПГ и других игр заучивают цитаты из Монти Пайтона и Священного Грааля. Отойди теперь, достойный противник. Это всего лишь царапина. Царапина? Я тебе руку отсек. Нет. Телевидение тоже буквально недавно полностью перешло на цвет, и зрителям раз за разом показывают серии «Звездного пути», вышедшего еще в 60-х. А на страницах комиксов появляются русский колосс Петр Распутин, африканская красотка Шторм и таинственный лунный рыцарь. В такой вот атмосфере студенты и сотрудники престижных американских университетов начинают создавать первые компьютерные ролевые игры. Впрочем, перед тем, как переходить к этой теме, совершим еще один короткий экскурс в историю самих компьютерных игр и настольных ролевых. Началось все, конечно же, с гонки вооружений в начале Холодной войны. Разработка ядерного оружия, расчет траекторий баллистических ракет, космическая программа – все это требовало огромного количества вычислений. Изначально всем этим занимались специально обученные люди – в основном женщины, которых называли компьютерами, то есть вычислителями на английском. В конце 1945 года был создан первый цифровой компьютер ENIAC, который мог быстро проводить огромное число операций, а эти самые женщины-компьютеры стали его первыми программистами. Научный прогресс и стремление опередить Советский Союз в технологической отрасли обеспечили экспоненциальный рост компьютерных мощностей. При этом уже на самые первые компьютеры в начале 50-х пытались переносить различные игры. В основном это были всякие крестики-нолики и шахматы. Появилось даже такое чудо, как теннис на осциллографе. Но это были лишь эксперименты, обычно носившие научный характер и не покидавшие стен университетов. В 60-е в Массачусетском технологическом институте была разработана игра Space War – «Космическая война», которая обычно считается первой, созданной исключительно для развлекательных целей. Ее можно было поставить на компьютер PDP-1, но этих дорогущих машин было продано всего около 50, так что до широкого распространения видеоигр было еще далеко. Когда наступили 70-е, появилась идея о создании специальных облегченных компьютеров, предназначенных исключительно для индустрии развлечений. Они были бы гораздо дешевле и при этом окупали бы затраты. С этого начинается история компьютерных аркад.
До 1974 года вышли автоматы для игры в Computer Space, основанные все на той же Space War, всем известный Pong и некоторые другие. Еще одна гениальная идея состояла в том, что вместо полноценного компьютера пользователь мог бы использовать специальный аппарат, подключаемый к телевизору. В 1972 году выходит первая в истории игровая консоль Magnavox Odyssey, для которой можно было покупать отдельно продававшиеся игры. В основном это было что-то простенькое, очередные симуляторы тенниса или адаптации настольных игр. В свое время обзор на эту консоль выпустил AVGN. Обязательно посмотрите, если интересны подробности. Итак, к середине 70-х видеоигры уже перестали быть чем-то фантастическим и превратились в коммерческий продукт. Пока еще довольно редкий, но процесс пошел. И вот, холодной зимой 74-го на полках магазинов появляются коробочки с многообещающим названием Dungeons and Dragons. В начале 19 века королевство Пруссия было полем боя наполеоновских войн. Сперва страну захватывают французы, нанеся сокрушительное поражение в битве при Йене и Аурштетте. Потом на нее ступает сапог русского солдата-освободителя. Неудачи в войне с Наполеоном побудили прусское руководство озаботиться вопросами реформирования и модернизации королевства, в первую очередь в военной сфере, ибо кто хочет мира, готовится к войне. Еще в 1811 году прусский барон Георг Леопольд фон Райсвиц создал экспериментальную игру, симулирующую боевые столкновения. В отличие от более ранних прототипов, которые ориентировались на шахматные правила, фон Райсвиц стремился к наибольшему реализму. На карту был помещен рельеф, а отряды, обозначаемые фишками, двигались не по клеточкам, а произвольно, на отмеряемую дистанцию. Игрой заинтересовался прусский король Фридрих Вильгельм III, и специально для него барон изготовил игровой стол, который по сей день стоит в Берлинском дворце-музее Шарлоттенбург. Впрочем, до конца свою задумку фон Райсвиц не довел, и спустя несколько лет обновленная версия игры была представлена его сыном, прусским офицером по имени Георг Гейнрих Рудольф Йохан фон Райсвиц. Немцы называли ее просто военной игрой, на немецком Kriegsspiel, и под таким названием она вошла в историю, став первым варгеймом. Крикшпиль был предтечей современных РПГ и стратегий. Именно в игре фон Райсвица-младшего впервые появились такие привычные вещи, как туман войны, который закрывал отряды противника, или хитпоинты. Отряды могли выдержать некоторое количество урона перед тем, как их выводили с поля боя. Для учета элемента случайности, который присутствует в каждом сражении, стали использоваться игральные кости. Многие такому нововведению воспротивились, мол, это умаляет навык игрока. Но, как вы понимаете, новшество прижилось. Кости бросали специальные судьи, по сути первые данжен-мастеры, которые вели расчет урона и разрешали ситуации, не прописанные в правилах. Фридрих Вильгельм был настолько впечатлен новой версией игры, что приказал отправить по экземпляру в каждый из прусских полков. Такая вот геймификация 19 века получается. В 70-м году разгорелась франко-прусская война, в которой Пруссия одержала впечатляющую победу. Конечно, в других странах обратили внимание на необычную тактическую подготовку прусских офицеров, и варгеймы начали распространяться за пределы королевства. Поражение Германии в Первой мировой подорвало веру в полезность варгеймов, однако и по сей день подобные игры используются для обучения офицеров во многих странах мира. Конечно, очень сильно модифицированные и отличающиеся от своих развлекательных аналогов. А вот история варгеймов как развлечения начинается в 1913 году, когда великий английский писатель Герберт Уэллс написал книгу «Маленькие войны» для мальчиков от 12 до 150 лет, а также для девочек, которым нравится увлечение мальчиков. В ней описывались упрощенные правила тактической игры с использованием солдатиков вместо безликих фишек. На изображении вы можете видеть самого Герберта Уэллса, отмеряющего веревочкой расстояние, которое может пройти очередной боец. Однако настоящий расцвет варгеймов случился лишь в 60-е, когда начали публиковать много различных правил для разных исторических периодов. Особенностью ранних варгеймов было то, что игрокам предполагалось использовать собственные фигурки, которые можно было приобрести в любом магазине игрушек. Лишь в 80-е британская компания Games Workshop додумалась совместить эти два направления и продавать фигурки, предназначенные исключительно для их собственного варгейма. На тот мы уже забегаем вперед.
В 1971 году Гэри Гайгакс, отец 5 детей, который тогда еле сводил концы с концами, публикует книгу правил для своего средневекового варгейма Chainmail, то есть кольчуга. Особенность игры состояла в том, что в нее было включено фэнтезийное дополнение. Поскольку в фэнтези обычно описывались средневековые сеттинги, это дополнение можно было гармонично вплести в уже существовавшую боевую систему. Игрокам предлагалось ввести в бой сказочных существ, в первую очередь вдохновленных книгами Толкина. Хоббитов, эльфов, орков, энтов и, конечно же, драконов. Уникальным элементом этой системы было добавление героев и волшебников, по типу Конана Варвара или Гэндальфа, которые своей силой превосходили целые отряды и могли использовать могущественные заклинания. Многие из этих заклинаний стали классикой последующих ролевых игр. Огненный шар, удар молнией или призыв элементаля. Появились и зачатки ролевых механик. Для остановки действия заклинания можно было напасть на чародея и сбить его концентрацию, а магию противника могли отменить ваши колдуны с помощью контрзаклятий. Их успех определялся броском кубика, то есть это была ранняя версия спас-бросков из ДНД. Уникальные персонажи различались по силе. Усиленную версию героев называли буквально супергероями, а у магов было несколько разрядов типа колдунов и чародеев. Отсюда буквально рукой подать до идеи об игре, где вы управляете только одним героем и путешествуете по фэнтезийному миру, побеждаете чудовищ, участвуете в битвах, а самое главное, в процессе растут ваши боевые или магические навыки. Chainmail стал самой успешной игрой компании, в которой Gygax тогда работал, и ее правила дважды переиздавали. Один из друзей Гэри Гайгакса по имени Дэйв Арнесон решил использовать правила Chainmail для игры в своем собственном сеттинге — в фэнтезийном баронстве Блэкмур, населенном фантастическими тварями. Однако ему эти правила показались слишком устаревшими и неподходящими для описания фэнтезийных битв, поэтому он их модифицировал на свой вкус. Когда Гайгакс увидел итоговый результат, он понял, что новая версия правил заслуживает отдельной игры. Уволился и основал свою собственную компанию TSR — Tactical Studies Rules. Вдвоем с Арнесоном они начали работу над проектом чисто фэнтезийного варгейма, который в 1974 году был опубликован под названием Dungeons and Dragons — Подземелья и драконы. Акцент был смещен на управление одним персонажем, обладавшим уникальным набором характеристик. Хотя могущественные и богатые герои вполне могли собирать под свое знамя армии или пользоваться услугами наемников. Когда ваш герой побеждал противников или находил сокровища, он получал очки опыта, накопление которых вело к повышению его уровня. Подразумевалось, что для боев игроки будут использовать механики из Chainmail, но были предусмотрены и упрощенные альтернативные правила. Особое умиление вызывает расчет наносимого урона. Все оружие, вне зависимости от его типа, наносит от 1 до 6 единиц урона. Какая-то логика в этом даже есть. Не так важно, чем вас ранит, кинжалом или топором. Но потом эту систему, конечно, переработают. В комплекте с первым изданием ДНД шел внушительный список заклинаний, список монстров, позаимствованных опять-таки из легендариума Толкина, из-за чего там многих пришлось переименовывать, описание сокровищ и магических предметов, примеры подземелий и инструкции для судьи. Особенностью игры, как и у ранних варгеймов, была необходимость в этом судье, который проводил расчеты, бросал кости за противников и объяснял игрокам, что происходит с их персонажами. Позднее эта почетная должность станет известна как Dungeon Master, мастер подземелья. Несмотря на примитивность оригинального ДНД, масштаб игры поражал, потому что ее возможности ограничивались лишь воображением игроков, а механики это воображение дополняли и направляли. Была продана вся 1000 изначально напечатанных копий игры, компания TSR мгновенно озолотилась, и по всей Америке поползли слухи о чудесной игре, в которой можно все. Напоследок стоит рассказать еще об одном значимом для истории RPG явлении — бейсбольных симуляторах. Бейсбол — это и по сей день один из самых популярных видов спорта в Америке, а в те годы был, наверное, самым популярным. Мне всегда казались очень загадочными правила этой чудо-лапты. Думаю, кроме самих американцев, никто эти правила и не знает.
Для нас здесь важно то, что еще в 50-х большую популярность получили настольные игры, которые реалистичным образом симулировали бейсбол и другие виды спорта. Это были предтечи современных спортивных менеджеров. У каждого игрока были прописаны характеристики, определявшие, с какой вероятностью тот сможет выполнить то или иное действие. Звучит довольно знакомо, не находите? Насколько я понимаю, игроки обычно были реальными и обновлялись каждый сезон, а характеристики считались на основе их фактического выступления в предыдущем сезоне. Для расчета успеха того или иного действия применялись игральные кости. Проблема в том, что на шестиграннике вероятность выпадения какого-либо значения равна 1/6. Это очень плохо конвертируется в проценты. Получается чуть больше, чем 16,5. Броски нескольких кубов еще хуже, поскольку их результаты подвержены нормальному распределению. Допустим, если вы бросаете 2 кубика, то вероятность выпадения суммарной шестерки будет значительно выше двойки или десятки. Поэтому для упрощения расчетов в некоторых симуляторах бейсбола предлагалось использовать специальную 20-гранную кость. У нее шанс выпадения каждой грани равен 5%, то есть очень легко вычислять округленные вероятности вроде 30 или 75%. Например, вероятность игрока оправиться от полученной травмы равна 10%. Это конвертируется в выброшенную на кости единицу или двойку. Насколько я понимаю, достать такие вот нестандартные кости в Америке 50-х или 60-х было той еще задачкой, а с играми в комплекте они не шли. Такие кости вроде как где-то продавались, потому что использовались для обучения теории вероятности и статистики, а также в некоторых варгеймах, но большой популярностью не пользовались. Поэтому для имитации бросков находчивые американские школьники просто засовывали нужное число пронумерованных фишек в мешок и вытаскивали одну наугад. Все это я веду к тому, что механики, основанные на математическом расчете вероятностей, появились задолго до выхода первых ролевых игр, а легендарный 20-гранник, который сейчас ассоциируется исключительно с ДНД и производными от нее системами, применялся и раньше. В первой редакции ДНД, кстати говоря, он почти не используется. То есть интерес к играм с глубокой математической основой, кодификация персонажа через набор характеристик и использование игральных костей давно начали входить в обиход американских подростков и их родителей. И тут вдруг ни с того ни с сего в Америке выходит первое издание «Властелина колец». Американская молодежь в основной своей массе не вникла в глубокую духовно-нравственную основу, которую заложил в книгу Толкин. Для них это было первое фэнтези с по-настоящему проработанным миром, в котором они мечтали оказаться. Особой популярностью эта книга пользовалась среди хиппи и прочих контркультурщиков в разгар Вьетнамской войны, что самого профессора крайне беспокоило. Добавим к этому интерес к играм с математической системой для реалистичной оценки событий, и окажется, что ролевые игры просто не могли не появиться в этот период. Возможно, Dungeons and Dragons просто повезло быть первой. Проблема этой игры, которая естественным образом ограничивала ее популярность, состояла в том, что играть нужно было в компании. Надо было найти несколько друзей, более того, единомышленников, которые были бы готовы разобраться в непростых правилах, прочитав более сотни страниц. А ведь еще нужен Dungeon Master, который создаст для вас приключения. Готовых модулей тогда еще не было. Например, Крис Авилон рассказывал, что в детстве у него долго не получалось найти Dungeon Master для своей игры, поэтому он попросту решил им стать сам. Похожая ситуация случилась и у меня. Однако был и альтернативный вариант – использовать в качестве мастера компьютер. Преимущества очевидны. Машина будет проводить все нудные вычисления и высчитывать вероятности, а от вас лишь требуется сообщать, какие действия вы предпринимаете. Однако очевидно и то, что возможности игры будут ограничены тем содержимым, которое заложил в нее разработчик. Если игра посвящена исследованию подземелья, выйти наружу и исследовать окружающий мир никак не получится. А с живым мастером такой фокус вполне мог бы прокатить. Ну и не стоит забывать, что ДНД вышло еще до появления персональных компьютеров. Поэтому получить доступ к такой машине и уж тем более написать на ней игровую программу доводилось только избранным. В 1975 году такой случай представился одному из сотрудников Иллинойского университета. Реджинальду Резерфорду III, которого все звали просто Расти, стукнуло уже за 30.
У него была семья, сын, Реджинальд Резерфорд IV, конечно же. И в штат Иллинойс он переехал с целью получения докторской степени. Расти устроился на работу в местный университет, расположенный в городе Эрбана-Шампейн. В его обязанности входило написание программ на компьютере Plata 4. Plata расшифровывается как программируемая логика для автоматических учебных операций, а сам акроним выглядит как английское написание имени Платона. Машину разработали в этом самом университете еще в 60-е для обучения студентов. Опять-таки в качестве реакции на технологический прогресс Советского Союза, вроде запуска в космос первого спутника. Работал он по принципу мейнфрейма, то есть сам компьютер был чем-то вроде сервера, а к нему могли одновременно подключаться несколько студентов со своих личных терминалов. Программы на нем назывались уроками, и писали их на специально созданном для этих целей языке программирования Tutor. Функционал Plata предвосхитил очень многие будущие технологии. У него был плазменный дисплей с поддержкой тачскрина, установлена первая в истории звуковая карта, синтезатор речи, была поддержка демонстрации экрана, внутренние чаты и форумы. По воспоминаниям некоторых пользователей, благодаря Plata они уже знали наперед, как будет выглядеть технический прогресс в компьютерной сфере, и просто ждали, когда тот или иной знакомый им функционал появится на персональных компьютерах. Освоив простенький тьютор, многие студенты начали писать свои уроки, что преподаватели охотно поддерживали. Однако как минимум с 1974 года на компьютерах Plata появились и первые игры. Их писали как сами студенты, так и сотрудники университета. Первые игры создавались на популярную космическую тематику. Конечно же, не обошлось и без игры по сериалу «Звездный путь». Однако мне в этом кромешном симуляторе даже в инструкции было страшно заходить. Хотя несколько серий Стартрека я в свое время таки посмотрел. После выхода ДНД было лишь вопросом времени, когда на эту тему выйдет первая игра. Расти впервые поиграл в ДНД летом 75-го, и уже осенью он, в свободное от работы время, приступил к созданию своей компьютерной адаптации ДНДшных правил. Его проект известен под кодовым названием Padit 5. Дело в том, что начальником Расти был профессор физики Пол Хендлер. Профессор заинтересовался темой стремительного роста населения. Видимо, пытался разобраться, откуда столько бумеров народилось после Второй мировой. Вообще, в 70-е эта тема была очень актуальна, так что тут ничего удивительного, что ей даже физики занимались. Подозреваю, что Расти создавал для профессора какие-то компьютерные модели. Из-за сильных ограничений по памяти каждой группе пользователей выделялось строго ограниченное число файлов. В группе населения и энергетики таких файлов было 5. С Padit 1 до Padit 5. Подозреваю, что в названии файлов P это популяция, E энергетика, D динамика, а вот что такое id в конце, понятия не имею. Так или иначе, первые 3 файла были заняты рабочими проектами, а вот оставшиеся 2 Расти решил использовать для игры и файла справки. Тут еще стоит учитывать, что системные администраторы, озабоченные нехваткой места на компьютере, регулярно удаляли бесполезные файлы, к которым причисляли и игры. Обычно это происходило после того, как студент, к которому был привязан аккаунт, так или иначе от него отвязывался. Стоило больших трудов убедить админа не удалять игру. Свой вклад в это вносили и преподаватели, которых не устраивало то, что вместо учебы студенты играют в игрушки. Из-за этого многие ранние игры бесследно пропали, хотя тогда уже существовали первые дискеты, на компьютерах Plata они еще не поддерживались. И ребятам приходилось то ли распечатывать, то ли вручную переписывать все строки кода, а потом обратно забивать их в систему, чтобы восстановить проект. Как говорил один мой преподаватель, программист должен уметь писать код на бумаге. Были ли еще какие-то ролевые игры на Plata до Padit 5, нам неизвестно. При отсутствии на данный момент других кандидатов, Padit 5 вполне можно считать первой компьютерной RPG в истории. Хотя Расти упоминал, что на тот момент разрабатывался еще какой-то проект, но его релиза он дожидаться не стал. Взглянем же на то, что у него получилось. На загрузочном экране нас приветствует надпись «Welcome to the Dungeon», «Добро пожаловать в подземелье». Хотя сам Расти вроде как не дал игре никакого названия, из-за такого вступления ее зачастую называют The Dungeon или просто Dungeon. Файл справки выполняет роль полноценного мануала. Там расписан сюжет и даны все необходимые инструкции для игры. По сюжету сейчас 666 год зверя, а действие происходит в стране под названием Каэр-Омн.
В городе Мерсад стоит разрушенный замок Раметинг, подземелья которого кишат страшными тварями и заполнены древними сокровищами. Вашему герою предстоит исследовать эти подземелья, набраться опыта и уйти на покой, обретя богатство и славу. Честно говоря, цель в виде ухода на пенсию — это то, что я хотел бы увидеть из современных РПГ, звучит довольно оригинально. Понятно, что сюжет в игре условный, но, во-первых, он хотя бы есть, во-вторых, не все с ним так просто. Необычные названия локаций в игре объясняются тем, что это анаграммы. Каэр Омн расшифровывается как «романс», Мерсад — «сны», а Раметинг — «кошмар». В стране любви есть город снов и замок, что зовут Кошмар. Что-то в этом есть, коллеги. Говорят, названия эти были вдохновлены книгой американского писателя Джеймса Кейбла «Что-то про Еву» в жанре юмористического фэнтези. Там как раз упоминался Каэр Омн в стране Дерсам, тот же Мерсад, по сути. Получается, действие игры на самом деле происходит в стране снов, и вашему герою это только снится? Ладно, не будем на эту тему лорной теории строить, перейдем к геймплею. Для начала вам нужно создать персонажа. Вам генерируют случайные характеристики. В списке есть все классические атрибуты из ДНД, кроме привлекательности и мудрости. Они в игре не нужны в силу примитивности механик, а вот остальные функционируют практически идентично оригиналу. В настольной игре идея была в том, что вы сперва получаете начальные характеристики, а потом уже решаете, кем станет персонаж с такими входными данными. Такой метод применяется и по сей день некоторыми данжен-мастерами, в нем есть свой шарм. Если вас не устроили выданные вам статы, можно просто вернуться назад и создать нового персонажа. Если же все в порядке, остается только ввести имя. Тут нет никакого ролевого отыгрыша. Она служит в первую очередь для того, чтобы загружать сохраненных героев или помещать их в зал славы. Как вы могли заметить, выбора класса в игре нет. Ваш персонаж, как говорится в мануале, хорошо образованный молодой человек, который совмещает в себе все из 3 появившихся в ДНД классов — воина, мага и клирика. При этом прогрессия уровней идет по ветке воина из настолки. Однако при достижении уровней мага или клирика вам даются дополнительные ячейки заклинаний этого класса. После создания персонажа мы оказываемся на первом и единственном уровне подземелья. Сказались ограничения по памяти. Цель — набрать 20 тысяч очков опыта и выбраться наружу. Опыт набирается 2 способами. В ходе убийства монстров, тут ничего удивительного, и когда мы находим сокровища. Именно такая схема получения опыта и описывалась в оригинальной ДНД. Виды сокровищ также взяты из книжки. Это серебро, золото, самоцветы и ювелирные изделия. Чтобы получить за них опыт, нужно их подобрать из сундучков, лежащих в комнатах подземелья, и выйти наружу. Существует еще и 2 магических меча, +1 и +2, повышающие боевые способности. За их нахождение тоже щедро отсыпают опыта. Когда вы покидаете игру, у вас есть возможность сохранить персонажа, а потом вернуться в подземелье с полным здоровьем. Это тоже связано с механиками ранней ДНД. Там ваш герой восстанавливал всего лишь 1 хитпоинт в день. Предполагалось, что в течение сессии вы исследуете подземелье, а потом возвращаетесь наружу и отдыхаете несколько дней, а то и недель. Исследование подземелья выглядит довольно примитивно. Есть всего 1 уровень, и слава богу. Он всегда одинаковый и состоит из комнат и коридоров. Коридоры относительно безопасны, а вот в комнатах могут встречаться враги, сокровища или и то, и другое. Опять же, все это вдохновлено классической схемой из ДНДшного руководства. Карта разделена на комнаты, соединенные коридорами. И в каждой из них происходит какой-нибудь энкаунтер, то есть случайная встреча. Двери в подземелье работают странным образом. Они все заперты, поэтому их надо выбивать. Причем это выбивание не всегда с первого раза работает. Выбитая дверь сразу же захлопывается, поэтому выбивать их надо и на обратном пути. И вообще каждый раз, когда вы хотите куда-то зайти, очень раздражает. Видимо, в коде просто не предусмотрен учет того, какие двери вы уже открыли. Есть и секретные двери. Вы можете их обнаружить с небольшой вероятностью, когда проходите мимо. Впрочем, при желании можно просто биться тупой башкой об каждую стенку. Не обязательно видеть секретную дверь, чтобы через нее пройти. Вполне аутентичный отыгрыш, если вы заролили низкий интеллект. Карта укладывается в квадрат 30 на 30 клеточек. Это где-то в 4 раза больше, чем стандартные карты из партийных РПГ 80-х. Автокарты тут нет,
И я даже изначально не планировал ее зарисовывать, думал просто побегать полчасика, ну как-то само получилось. Потом даже перерисовал ее в специальном приложении. Оказалось, что большую часть подземелья я таки исследовал. Кстати говоря, управление в игре работает как на стрелочке, так и на V, A, X и D. Дело в том, что на клавиатуре плата эти клавиши дублировались как стрелки для использования в графических уроках. Так что классическая игровая схема управления, пусть и немного отличная от современной, тоже впервые появилась именно на этой платформе. Что насчет противников? В игре их 5 видов. Злые люди, гоблиноиды, животные, нежить и мифические существа. В каждом из типов присутствует по 6 монстров, с 1 по 6 уровень. При этом у всех, кроме людей, каждый уровень имеет определенное название. Например, нежить 1 уровня это скелет, а нежить 6 уровня вампир. Монстры различаются числом очков здоровья и опытом, который дается за их истребление. Урон, как я понял, у всех монстров и у вашего персонажа одинаковый. От 1 до 6, если автор игры следовал рекомендациям из ДНД. Однако противники различаются не только характеристиками, но и своими уникальными особенностями. Например, заклинание усыпления действует на всех, кроме нежити. Зато волшебная стрела наносит по ней двойной урон. Кстати, о заклинаниях. В игре есть 2 уровня магии за волшебника и клирика. Они примерно соответствуют первым 2 уровням из ДНД, но их раза в 2 меньше. Почти все они были взяты из книжки, но есть и 2 любопытных дополнения. Заклинание мага «Взрывная молния» наносит огромный урон, но при этом расходует вообще все оставшиеся ячейки заклинания. То есть применять его следует лишь в случае крайней опасности. Меня оно очень выручило, когда я столкнулся с вампиром. Даже проваленное заклинание нанесло достаточно урона, чтобы следующим ударом я смог эту кошмарную тварь добить. У клирика же есть очень забавное развеивание мифа. Вы как бы перестаете верить в мифическое существо, и оно растворяется. Такая вот мифопея наоборот. На драконов такая магия, к сожалению, не действует, они для нее слишком круты. Боевая система до ужаса проста. Когда вы сталкиваетесь с противником, вам предлагают или убежать, или начать бой, или применить одно заклинание. Убегать можно только в коридорах, где враги и так очень редко появляются. Так что за всю игру опробовать эту механику даже не получилось. Бой идет сразу насмерть. Вы с монстром наносите друг другу удары, пока кто-то из вас не умрет. Обычно этим кто-то оказываетесь вы. Наиболее полезным в таком случае является использование заклинания. Магическая стрела вполне может уничтожить низкоуровневую нежить, а заклинание сна позволяет добить противника одним ударом. И именно благодаря постоянному использованию этого заклинания мне и удалось пройти игру с 5-й попытки. Заняло это у меня чуть больше часа. На самом деле мне просто повезло, причем несколько раз. В начале игры мне удалось найти драгоценность, которая давала около 4000 очков опыта. После этого у меня повысился уровень, и самые слабые из противников перестали убивать меня с одного удара, а дополнительные заклинания позволили подольше исследовать подземелья. Потом я нашел магический меч, еще одну драгоценность, зарубил вампира, ну а дальше дело техники. Когда вы покидаете подземелье с более чем 20 тысячами очков опыта, вам показывают забавную сценку, в которой монстры перед вами кланяются, и ваше имя попадает на местную доску почета, пока его не выбьют оттуда новые победители. Даже интересно, сколько там продержится мой лор-маста? Там ограничение по символам просто было. Вообще есть что-то глубоко символическое в том, чтобы пройти первую в истории РПГ и остаться в зале славы на далеком-далеком сервере компьютера 70-х. Эх, а внукам буду рассказывать. Кстати говоря, на втором месте вы можете видеть персонажа легендарного CRPG Addict, также известного под псевдонимом Честер Боленброк, автора того самого блога, где он проходит все RPG в истории. Оказалось, что именно в тот момент, когда я записывал геймплей The Dungeon, он тоже решил пройти ее в очередной раз. Мы с ним даже конкурировали за единственный пустой слот для сохранения персонажа. Вот уж действительно, гении мыслят одинаково. В 1976 году Расти сменил работу. Данные на его аккаунте стер админ, но игра чудесным образом сохранилась. В начале 2000-х мейнфрейм платы соединили с интернетом, и теперь у любого желающего есть возможность зайти на сайт организации, которая занимается поддержкой жизнеспособности этой системы, скачать эмулятор терминала и самому опробовать этот продукт.
Есть что-то глубоко сюрреалистичное в том, что первая РПГ является серверной игрой, как какой-нибудь Diablo 3. Хотя скорее это даже с облачным геймингом можно сравнить, где мы с одного устройства подключаемся к другому. Просто фантастика. Сам Расти в одном из интервью упомянул, что игра хоть и вышла очень сложной и нечестной, но от нее все равно не оторваться. Шутки шутками, а я с ним склонен согласиться. Даже после прохождения у меня возникало желание создать еще одного персонажа, побегать, что-нибудь потестить. Возможно, это своего рода эффект рогалика. Хотя первый настоящий рогалик выйдет только через несколько лет. Наверное, я истосковался по таким играм, где вместо всякой мишуры по типу сюжета или квестов надо просто ходить по подземелью и убивать монстров. Что ж, в основном именно такой геймплей и ожидает меня в ближайшие несколько выпусков. И следующая игра этой концепции полностью соответствует. Еще до ухода Расти его проектом заинтересовался другой разработчик, молодой человек по имени Пол Рэш. Сейчас он выглядит как добродушный дедок, чем-то похожий на Шиагарата, но тогда был то ли студентом, то ли начинающим программистом. На его личной странице есть сведения о том, что с сентября 75-го он занимался разработкой уроков для системы Плата. Расти Резерфорд не закончил свою игру. Там были недоделанные фичи типа нерабочих заклинаний. Поэтому с согласия своего коллеги, Рэш с парой товарищей начал работу над улучшенной версией The Dungeon, которую на загрузочном экране называют Лабиринт Ортанка. Но любителям истории РПГ она больше известна как просто Ортанк, из-за соответствующего названия файла с игрой. Ортанк или Ортханк в некоторых переводах — это башня Сарумана из «Властелина колец», а вот ее название взято из староанглийского, где им обозначалась хитроумная задумка или изобретательность. Даже не знаю, какое из двух значений больше подходит для этой игры. Немаловажно, что Пол Рэш не только создал улучшенную версию The Dungeon, но и сохранил оригинал. Предполагают, что он распечатал исходный код перед тем, как игру удалили, и потом по нему восстановил The Dungeon. Для Ортанка было написано еще более подробное руководство, чем для игры Резерфорда. Автор удосужился расписать все формулы расчета, характеристики всех монстров, рассказал о принципах игровой механики, оставил свои советы по прохождению, но мне от этого особо не весело. При этом сюжет оригинальной игры был практически вырезан. Говорится лишь, что вы рыцарь, который наткнулся на подземелье, полное сокровищ и чудовищ. Наша задача все та же — набрать достаточно опыта, чтобы уйти на покой при дворе короля. Проблема в слове «достаточно». Если в The Dungeon вам хватало 20 тысяч опыта, а победителей в Зале Славы расставляли в порядке времени прохождения, то в Ортанке Зал Славы сортируется по количеству набранного опыта, а для прохождения игры необходимо в этот Зал Славы войти. Что может вызывать трудности, учитывая, что на первом месте, например, персонаж, который набрал 50 миллионов очков опыта. Кстати, на 4-м и 10-м вы можете видеть персонажей самого автора игры. Видимо, до сих пор поигрывает. Создание персонажа тут еще более примитивное. Просто набрасывание характеристик даже без прописывания своего имени. Имя вы тут заслужите только в том случае, если войдете в Зал Славы. Сам создатель игры рекомендует, чтобы у персонажа все характеристики состояли из 2 цифр, сразу намекая на уровень сложности. Мне повезло. У первого же персонажа все характеристики оказались выше среднего, так что я уже решил, что дело в шляпе. Играть, конечно, было все равно непросто, но с должной осторожностью таким персонажем вполне реально было и игру пройти. Геймплей в своей основе остался все тот же. Ходим по комнатам и коридорам, убиваем монстров, забираем сокровища. Чтобы восстановить силы, бежим к выходу. Изменился масштаб, теперь всего больше. Монстров, сокровищ, самих подземелий. Но все-таки первое, что бросается в глаза, это наличие мини-карты. Мини-карты станут постепенно появляться в РПГ в начале 90-х, и то далеко не во всех. Так что ее наличие в игре 75-го года выглядит как полнейшая фантастика. Это как раскопать неуместный артефакт в археологии. Объясняется все очень просто. Пол Рэш был одним из основателей проекта Cyber One, который и восстановил доступ к мейнфрейму Плата по всему миру. Только после этого, в начале 2000-х, он решил взглянуть на свой старенький проект. По его воспоминаниям, после того, как он 30 лет в глаза не видел этот язык Tutor, он все равно буквально за пару часов смог создать генератор автокарты для Ортанка.
Настолько простым и при этом мощным был язык платформы Plata. Это лишний раз показывает, что технические возможности для создания привычных сегодня игровых фич у разработчиков были еще тогда, в 70-е. Просто они или не додумались такое добавить, или не хотели. Кратко пройдемся по основным изменениям. Карта подземелья выглядит более разнообразно. Это действительно множество комнат, соединенных коридорами. А и сама карта чуть поменьше, где-то 20 на 20 клеточек. При этом в игре 10 уровней подземелья, и чем глубже вы спускаетесь, тем сильнее становятся враги. На уровнях встречаются ловушки, ямы, которые наносят урон при падении, и люки, которые сбрасывают вас на другой уровень. Впрочем, иногда вы вроде как можете оказаться на том же уровне, или вообще на уровне выше, так что их можно считать одновременно и первыми ловушками-телепортами. Обеих этих ловушек можно избежать с помощью заклинания левитации. Также встречаются лестницы, переносящие на уровень вверх или вниз. Все эти объекты очень удобным образом обозначаются на карте в виде точек. Хотя я бы предпочел, чтобы лестницы как-то по-другому обозначались. Хотя бы крестиками там. Монстров в игре стало больше и по типам, и по количеству. Теперь они разделяются на насекомых, человекоподобных, гоблиноидов, зверей, нежить, мифических существ, магов и големов. Пол Реш рассказывал, что он и его коллеги по разработке даже написали письмо в компанию TSR и попросили разрешения на использование появившихся в ДНД уникальных монстров, ну типа амберхалков, известных также как бурые увольни. Создатели ДНД вообще не поняли, о чем их просят, но ответили, что можно все, главное в рамках строго некоммерческой деятельности. Так что по большей части бестиарий Ортонка состоит из ДНДшных чудовищ или обычных фэнтезийных тварей. Но есть и более оригинальные источники. Например, в списке животных что-то забыли ночные призраки и шогготы из книг Лавкрафта. Есть и Цатоггуа из более позднего лавкрафтианского цикла, который вообще был одним из древних богов, а тут присутствует в виде монстра первого уровня. Самым опасным противником является, конечно же, программист, который тут причислен к классу големов. Все его характеристики, кроме уровня, равны 31, то есть максимальному знаковому числу, которое можно записать с помощью 6 битов. На платформе Plata в каждом байте их было именно 6, а не 8. При этом опыта за него дают 32 767. Тоже знакомое любому программисту число, максимальное, которое можно записать 2 байтами в стандартной 8-битной архитектуре. Если этого монстра добавили в игру еще тогда, в 70-х, то это, наверное, первый случай появления самого разработчика в его же собственной игре. Но не последний. Суммарно монстров насчитывается ровно 100, и у некоторых из них есть свои особенности. Например, паук, хотя и слабее гигантского муравья и скорпиона, наносит вплоть до 20 урона, что может убить любого начинающего приключенца. Призрак, с другой стороны, наносит всего 1 урона, но вот здоровье у него, как у всяких демонов и личей. Есть и особые способности, связанные с типом монстров. Все маги могут атаковать дважды в первом раунде. Так разработчик решил имитировать используемые ими заклинания. А големы невосприимчивы ко всем заклинаниям до 4 уровня. Говоря о заклинаниях, у нас тут ситуация такая же, что и в The Dungeon. Герой является мало того, что рыцарем, но еще и колдуном. Магия теперь не разделяется на заклинания волшебников и клириков. Это изначально не особо нужно было. И у нее вместо 2 уже целых 4 уровня. Всего заклинаний 22. И опять же, большинство из них позаимствованы из ДНД, но модифицированы, чтобы вписываться в геймплей Ортонка. Особо хочу выделить заклинание глубины, позволяющее определять, на каком уровне вы сейчас находитесь. Полезно, если упали в люк или потерялись. Это предтеча заклинания местоположения из будущих РПГ, которое будет сообщать ваши координаты на карте и направление движения. Магия, как и в Paded 5, разделяется на обычную и боевую. Так как бои теперь проходят по ходам, на каждом ходу вы можете или атаковать, или применять магию. Вместо слотов для заклинаний каждого уровня, у вас здесь очки магии, и каждое заклинание стоит число очков, равное его уровню. Начинаем мы с 4 очками. Они растут с уровнями, то есть получается, что ваш герой изначально владеет всей магией. Это очень важный момент, поскольку это вполне может быть первой игрой, в которой появилась система маны.
Как известно, в ДНД и по сей день используются вариации на тему венсианской магии. Американский писатель Джек Венс выпускал с 50-х цикл книг под названием «Умирающая Земля» про фэнтезийное апокалиптичное будущее. Магия в этом мире работала с помощью запоминания магических формул. Запомнить их можно было лишь ограниченное количество, а после использования заклинания формула пропадала из памяти. Однако уже первые игроки и разработчики прекрасно понимали, что нет смысла слепо копировать механики ДНД. Они просто не подходят для многих игр. Так что, как видим, еще в 70-е появилась альтернативная механика на очках магии, которую уже скоро, с подачи другого американского писателя Ларри Нивена, станут называть просто маной. Сокровища были также расширены в соответствии с информацией из дополнений к ДНД, опубликованных в конце 75-го и в 76-м, таких как Greyhawk. Появились электровые и платиновые монеты, магические щиты, броня, стрелы мифического убийства, которые мгновенно убивают любое мифическое существо, магические ботинки и кольца, которые дают вам постоянный эффект, и руководство, навсегда повышающее одну из характеристик. Встречаются они очень редко, но во многом именно благодаря магическим предметам мой персонаж прожил столь долгую жизнь в подземелье. В самом начале игры мне повезло найти кольцо защиты, которое, как и соответствующее заклинание, значительно снижало шанс противников по вам попасть. Потом я нашел еще и кольцо невидимости, и игра стала тривиальной. Дело в том, что невидимость делает невидимым на самом деле не вас, а противников. То есть невидимый персонаж просто не видит врагов и может свободно перемещаться по карте, опасаясь лишь ловушек. Если вы, например, провалились со 2-го уровня сразу на 4-й, ничего страшного. Надевайте кольцо и ищите ступеньки. В крайнем случае можно использовать удивительно полезное заклинание прохождения через потолок, который перемещает вас на уровень вверх. Если же вы встретили слишком могучего монстра, достаточно лишь использовать заклинание телепорта. Оно либо перенесет этого монстра, черт знает куда, либо перенесет вас, после чего опять же надеваете кольцо и бежите к выходу. Потом я раздобыл еще сапоги скорости, магическую броню на +3, набрал достаточно очков, чтобы войти в зал славы, но не догадался, что автоматически игра не заканчивается. Чтобы войти в этот зал, вам нужно выйти из игры. Тогда у вас появится возможность уйти на пенсию, тем самым получив для своего персонажа имя и строчку в таблице рекордов. Вместо этого я решил исследовать уровень пониже, думая, что с моими-то предметами никакая опасность моему рыцарю не грозит, и его сразу же загрызла адская гончая. Конец истории. Ортанг является продуктом своего времени, в котором четко видны две основные тенденции: рандомизация всего и вся и тотальный гринд. Вам нужно долго накидывать характеристики, пока не выпадет что-то более-менее приемлемое. Любой из боев может стать последним, поэтому до достижения хотя бы 3-го уровня нужно соблюдать максимальную осторожность даже с самыми слабыми противниками. Конечно, тут, как и в The Dungeon, очень помогают заклинания типа сна или магической стрелы, но в какой-то момент они теряют свою эффективность, да и очки магии лишний раз тратить не хочется, особенно на нижних уровнях. Поэтому, чтобы у вашего рыцаря был хоть какой-то шанс побеждать высокоуровневых монстров, приходится гриндить. Раз за разом зачищать одни и те же уровни, очень медленно и мучительно набирая опыт, пока даже самый мощный противник не станет для вас тривиальным. Я честно зачищал каждый из уровней подземелья, но уже даже на 4-м этаже появляются монстры 7-го и 8-го уровня, которые за 1, максимум 2 удара могут убить вашего героя. Да, их можно избежать с помощью заклинания телепортации, но все это рано или поздно надоедает. Мне хватило 3 часов. Если бы в игре была возможность сохраняться, я бы, наверное, погриндил еще чуть-чуть. Но пока с меня хватит. Уникальной особенностью Ортанга является подход автора к генерации подземелья. Хотя его уровни статичны, но есть информация, что раз в полгода специальный алгоритм автоматически их изменял, а также обнулял таблицу рекордов, чтобы давать шанс новым игрокам и подстегивать ветеранов, уже выучивших все карты и ловушки. Уже в наши дни Пол Рэш отключил алгоритм из-за слишком малого числа игроков, поэтому теперь попасть в зал славы гораздо более сложно, но и карта остается статичной. Еще одной фишкой игры является мультиплеер. Все верно. Уже в 1975 году вышла первая мультиплеерная игра про исследование подземелья. Связано это с особенностью архитектуры плата. В наше время для мультиплеера компьютеры подключаются друг к другу с помощью сети серверов.
А вот плата, как вы помните, представляла из себя мейнфрейм, то есть один компьютер, к которому было подключено множество терминалов. Тут сам Бог велел как-то использовать преимущества этой внутренней сети, в том числе и для игр. Расти в своем The Dungeon тоже изначально планировал мультиплеер, но реализовать его смог только Пол Рэш. Насколько я знаю, игры с поддержкой нескольких игроков выходили на плата и ранее, но Ортанг можно смело назвать первой мультиплеерной RPG. Там даже были зачатки многих современных механик. Например, при встрече другого игрока в подземелье, на него можно было напасть или поговорить и предложить мир. После этого два игрока могли пообщаться. Пол Рэш вспоминает, что многие просто стояли и общались друг с другом именно в игре, хотя на плата была поддержка обычных внутренних чатов. Но в игре-то оно как-то интереснее. Появились и такие сказочные персонажи, как кемперы и гриферы. Они тусовались у входа в подземелье и быстренько убивали первоуровневых игроков, чтобы прокачаться. Поэтому автор игры даже добавил иммунитет персонажам первого уровня. По сути, первое разделение на режимы PvP и PvE. Такие вот возможности предоставляла разработчикам внутренняя сеть. Что-то подобное мы встретим в играх только когда начнется широкое распространение локальных сетей и интернета. После нескольких лет в университете Пол Рэш продолжил свою карьеру в других заведениях, некоторое время даже занимаясь проектами для Google и Apple. В 2023 он ушел на пенсию и заслуженный покой, прямо как герой его игры, и перенес Ортанг на платформы iOS и Android. На данный момент их можно бесплатно скачать в соответствующих магазинах, там даже обновления регулярно выходят. Игра полностью адаптирована для тачскрина, но геймплей остался неизменно брутальным, да и цель все та же – войти в топ-3 игроков в мире. Если есть желание на минутку окунуться в глубины истории, заходите и качайте. Думаю, дедушке на старости лет будет очень приятно, что его игру продолжают проходить спустя 50 лет. В отличие от оригинала, в мобильной версии, насколько я понял, статичен только первый уровень. Все последующие генерируются рандомно, и число их не ограничено. В оригинальном замысле рандомная генерация тоже присутствовала, что приближало жанр игры к зарождавшимся рогаликам. Не хватало только типичного основного квеста – добыть какую-нибудь волшебную сферу, лежащую на самом нижнем уровне, и вынести ее на поверхность. Додумались до этого, как мы скоро увидим, очень быстро. Одним из преимуществ системы плата была ее масштабируемость. Разные мейнфреймы можно было подключать друг к другу с помощью системы телефонных кабелей. Постепенно компьютеры плата начали появляться в разных американских вузах, а потом даже за границей, и все они были подключены к единой сети. Такой мейнфрейм стоял в американском городке Карбондейл, в Южном Иллинойском университете. В 1975 году в этом университете учились два молодых человека – Рэй Вуд и Гэри Вайзенхант. Они вскоре подружились на почве любви к программированию и компьютерным играм. Рэй рассказывал, что Гэри, в отличие от многих других студентов, не замыкался на учебе и своих узких интересах. Он был самым обычным парнем, любил выпить пиво с друзьями, послушать рок-н-ролл, у него была даже относительно нормальная девушка, прямая цитата. Ребята быстро узнали про удивительную игру с названием Padit 5, в которой надо было исследовать подземелья и сражаться с монстрами. Гэри Вайзенханту такая концепция была знакома. Он уже успел опробовать настольную версию Dungeons and Dragons. Однако с игрой была одна большая проблема. Ее регулярно удаляли. Рэю и Гэри в какой-то момент надоело, что им приходится ждать, когда Padit 5 в очередной раз восстановят, и они решили создать свой аналог. Свою роль сыграла их уникальная ситуация. Вайзенхант еще во время учебы получил должность помощника в местной библиотеке, которая включала и работу с единственным находящимся там терминалом плата. По сути, он стал одним из системных администраторов, а это означало полный контроль над локальными файлами и относительно неограниченный их объем. То есть у ребят была как творческая свобода, так и уверенность в том, что их проект никто не удалит. Файл с игрой они назвали DND. Программы, то есть уроки, в системе плата носили уникальные названия, типа как современные веб-сайты. Поэтому друзья просто решили застолбить короткое и очевидное название, пока его не забрал кто-то другой. Сама же игра была известна под названиями The Game of Dungeons, игра подземелий, или просто Wizenwood Dungeon,
по именам разработчиков. Поначалу разработка шла тяжело, слишком много сил уходило на дизайн уровней. Потом Гэри Вайзенхант, будучи талантливым программистом, создал редактор уровней, и процесс пошел повеселее. Рэй Вуд даже вспоминал, что несколько из этих уровней смоделировала его жена. Так появилась славная традиция жен программистов, помогающих мужьям с разработкой игр. Теперь подземелье состояло из множества уровней, но его нужно было чем-то заполнить. Пиксельных персонажей для Pedit 5 и Ортонка нарисовал студент Марк Накада, а вот Рэю и Гэри пришлось самим заниматься художествами. Особые проблемы у них вызывали лестницы. Они никак не могли понять, как должны выглядеть лестницы в подземельях, поэтому просто позаимствовали из все того же Стартрека телепорты. Тон игры был довольно стёбный, так что существование таких научно-фантастических чудес в средневековом фэнтези казалось уместным. Потом они еще сильно недоумевали, когда увидели телепорты в последующих ролевых играх. Как вы помните, целью в Pedit 5 было достижение 20 тысяч очков опыта. Такая простецкая задача разработчиков ДНД не устроила, и они расположили на самом нижнем уровне подземелья некую сферу, которую охранял дракон. Его иногда называют «золотым». Задача игры теперь состояла в том, чтобы прокачать своего персонажа, добраться до нижнего уровня, победить дракона, забрать сферу и вынести ее на поверхность. Только после этого ваше имя добавлялось в почетный список нашедших сферу. В наши дни разработчики уверены, что их дракон был первым боссом в компьютерных играх. Одно время они даже пытались отредактировать статью в Википедии, но их правки откатили из-за отсутствия ссылок на авторитетные источники. К счастью, сейчас справедливость уже восстановлена. Одна из вещей, которая не устраивала Рэя и Гэри в Pedit 5 — сильная рандомизация. В игре вашим первым противником вполне мог оказаться дракон или еще какая-нибудь страшная тварь, которую в принципе не мог победить герой первого уровня. Вероятность была невысокая, но она была. В своем проекте ребята решили использовать другой подход. Уровень противников был строго детерминирован. На первом уровне редко встречались враги выше первого уровня, но чем глубже вы забредали в подземелье, тем сильнее они становились. Более того, появилась, наверное, первая механика автолевелинга. Чем больше золота ваш персонаж нес на себе, тем более сильные монстры на вас нападали, привлеченные вашим богатством. Если справиться с ними у вас не получалось, достаточно было просто выкинуть золото, и враги тут же сильно проседали в уровнях. Неудивительно, что в интервью 2012 года Рэй Вуд признался, что его любимые игры — это Fallout 3 и Skyrim. Популярность игры не заставила себя ждать. Еще на момент учебы разработчиков в университете в нее поиграли более 100 тысяч раз. На платовском аналоге форума игроки делились своими впечатлениями и предлагали исправления и дополнения, которые Рэй и Гэри регулярно добавляли. Возможность на лету патчить игру была опять-таки обусловлена сетевой архитектурой плата. Пройдет еще очень много времени до появления автоматических патчей, которые не требуют от игрока где-то отдельно их докупать или скачивать. Появилась и первая рецензия. Один из фанатов подробно расписал, что ему понравилось и не понравилось в проекте ребят, отдельно отметив близорукость главного героя и его гигантский рост по сравнению с монстрами. Подземелье Вайзенвуд проходили студенты и других университетов, в которые внедрили компьютеры плата. Посещая одно из таких заведений, Рэй и Гэри обратили внимание на то, что многие игроки часами гриндили первый уровень подземелья. Механика позволяла пробежать несколько клеточек, собрать немного золота или даже какой-нибудь магический предмет, и тут же выйти наружу, конвертировав сокровища в опыт. Им это показалось крайне нелепым и бездумным занятием. Поэтому они даже на некоторое время внедрили специальную механику, которая отправляла таких вот фармил сразу до нижний уровень подземелья, где их убивали сильные монстры. Впрочем, справедливости ради, сами разработчики свою же игру дальше первых пару уровней пройти не могли, и для тестирования пользовались читами. Финальные испытания с драконом они добавили скорее как шутку или издевательство над игроками, не рассчитывая, что кто-то действительно сможет его победить. Но, конечно же, такие люди нашлись. И до сих пор находятся. После выпуска из университета пути друзей разошлись. Рэй Вуд отучился на юриста, но потом нашел работу в зарождавшейся тогда отрасли мобильной связи. Гэри Вайзенхант успешно применил свои навыки в разработке авиасимуляторов для американского флота. Он их описывал как
компьютерные игры с многомиллионными бюджетами. Вновь пересечься бывшим коллегам удалось в компании Motorola в 90-х. Но, как это почти всегда бывает, их совместный проект зажил своей жизнью. В 1976 году в ДНД впервые поиграл студент Дирк Пеллет из университета штата Айовы, соседнего с Иллинойсом. Не путать с Айовским университетом. Он так доставал Рэя и Гэри своими предложениями и советами, что они дали ему администраторские права и, по сути, пригласили в команду разработки. Дирк позвал своего брата Флинта, и после ухода оригинальных разработчиков они стали самостоятельно развивать проект. К 1977 году ДНД запустили уже более 1 миллиона раз. Думаю, в наше время вполне неплохая статистика для какого-нибудь инди-разработчика. Когда на плата появилась поддержка дискет и их пытались вывести на рынок персональных компьютеров, братья Пеллеты даже начали продавать свой проект. Но вырученных за год денег хватило бы только на доставку пиццы. Несмотря на множество новых механик, игра так и не смогла стать глобальным хитом. Просто потому что играть в нее, кроме студентов некоторых университетов, было некому, а рынок заняли гораздо более простецкие, но доступные широкому кругу игроков ролевые игры. Взглянем же на эти самые механики. На сервере Плата доступны две версии игры, 5-я и 8-я. Обе были разработаны братьями Пеллетами. Рэй Вуд и Гэри Вайзенханд покинули проект в районе 2-й или 3-й версии ДНД. Логично было бы начать с более ранней. Сюжета в игре не то чтобы прям совсем нет, но он состоит буквально из одного предложения. Приключенцы спускаются в подземелье, доверху набитое монстрами, а тот, кто сможет победить дракона и забрать его сферу, навечно уйдет на покой в Елисейские поля. Загробный мир для героев в греческой мифологии, что как бы намекает. Для генерации персонажа, как и в Padit 5, нужно прописать имя и накидать себе характеристики. Выносливость разработчики решили совместить с хитпоинтами, а вместо нее добавили мудрость. Она здесь отвечает за эффективность заклинаний клирика. Да, как и в предыдущих играх, персонаж является на все руки мастером и экспертом по всем вопросам. Когда я оказался в подземелье, я вообще не понял, что происходит. В предыдущих играх вы начинали у выхода наружу, что звучит очень логично. В данной игре есть проход влево, так что, скорее всего, там и есть выход. Но нет. На самом деле это телепорт, который перенесет вас в случайную локацию на 2-м уровне, где вас, скорее всего, забьет первый же монстр. Причем никакого оповещения о телепорте вам не дается. Можно подумать, что это какая-то невидимая секретная дверь или типа того. Текущий уровень подземелья показывается рядом с характеристиками персонажа, которые включаются отдельной клавишей и сразу пропадают. Но я вообще сперва подумал, что имеется в виду уровень вашего героя. Неплохое начало, правда? Направо ведет дверь, но открывается она только в один конец. С другой стороны оказывается стенка. Вниз прохода нет, но на самом деле это секретная дверь, которая работает в обе стороны. Единственным нормальным проходом оказывается северная дверь, которая приведет вас к перекрестку с еще 2 пустыми проходами. Один из них опять-таки является телепортом, который отправит вас вниз, а вот другой — это наконец-то выход из этого кошмарного подземелья. Обычно в таких случаях говорят: «Я не знаю, о чем думали разработчики», но мне кажется, я прекрасно знаю, о чем именно они думали. Рэю Вуду и Гэри Вайзенханту очень нравилось мучить своих однокашников и делать испытания, пройти которые смогли бы лишь самые стойкие. Я вот, например, с этим кошмаром даже разбираться не стал и сразу полез в карты. Благо, один блогер по имени Ахаб тщательно задокументировал все 20 уровней игры, за что ему большое спасибо. В частности, оказалось, что телепорты вверх и вниз, да и вообще все ловушки в игре, функционируют как стены. То есть вы проходите через пустое место и оказываетесь в другой локации. Причем иногда даже направление вашего движения имеет значение. После Padit 5 и Ортонка это выглядит уж очень неинтуитивно, но при желании привыкнуть можно. Итак, в чем же состоит геймплей? Вы бегаете по подземелью, отбиваетесь от монстров и собираете кучки золота. Прикольно, что чем больше нарисованная кучка, тем больше в ней золота и содержится. Каждый уровень — это малюсенький квадрат 9 на 9, в 10 раз меньше, чем подземелье Padit 5. Но они под завязку набиты всякими телепортами, люками-ловушками и секретными дверями. Видно, что Рэй и Гэри отрывались по полной в своем редакторе. Без шуток, дизайн уровня вызывает уважение. Практически у каждого есть своя изюминка. Как насчет уровня из маленьких квадратных комнат, между которыми расположены телепорты?
Или спирали с единственной секретной дверью, которая может вывести вас на внешний виток. Похожие структуры станут классикой в последующих партийных ролевых играх от первого лица. Для удобства игрока на первом этаже предусмотрен транспортер Excelsior, то есть Всевышний телепорт, который может перенести вас на любой из уровней, но нанесет небольшой урон. Это разработчики тоже позаимствовали из Звездного пути, где телепорты назывались транспортерами и считались очень ненадежными устройствами. Помню, в одной серии такой телепортер даже создал злого двойника главного героя, капитана Кирка. Практически все, что вы находите в подземелье, может вас убить, даже на высоких уровнях. Видите красивый сундучок, в котором может быть куча золота? Готовьтесь к тому, что сработает ловушка и вас раскидает по всему уровню на мелкие кусочки. Нашли таинственную магическую книгу? В лучшем случае она просто понизит ваши характеристики. В худшем это окажется книга взрывных рун, и вы снова вернетесь на экран создания персонажа. Нашли новое зелье? Ха, поздравляю вас. Оно отравлено. Магические предметы тоже зачастую оказываются проклятыми, но их хотя бы можно идентифицировать с помощью заклинания клирика. Самый же страшный в игре ресурс — золото. Чем больше золота вы с собой носите, тем выше будет уровень нападающих на вас монстров. Даже если вы успешно откроете сундук с кучей денег, у вас их тут же отберет какое-нибудь чудовище. Рэй и Гэри называли это платой за жадность. Подразумевается, что игрок должен выбросить полученное золото, если не хочет быть мгновенно убитым на ранних уровнях. Но садистам-разработчикам и этого было мало. Золото в игре имеет вес, и чем больше вы на себе тащите, тем более неуклюжим и медленным становится ваш персонаж. Позднее даже была добавлена возможность сохранить свое золото, наложив на него защитные заклинания, и потом вернуться, когда персонаж будет готов донести его до выхода. И тем не менее, без золота никак не обойтись. Оно нужно для повышения здоровья и открытия новых слотов заклинаний. В будущем возможность покупать хиты за золото станет классической фишкой серии Ultima от Ричарда Гэрриэта. Вообще система здесь довольно запутанная. Золото и опыт считаются разными ресурсами, которые повышают разные характеристики, так что отслеживать все это довольно затруднительно. Монстров в игре всего 7, не намного больше, чем в том же Paded 5. Полагаю, это связано с ограничениями по художественной части. Они разделяются по уровням, то есть какой-нибудь демон первого уровня — это вполне нормальное явление. В списке присутствуют люди, волшебники, упыри, призраки, демоны, смерть, та самая с косой, и стеклышки. Такое прозвище разработчики дали одному сильно раздражавшему их очкарику-первокурснику. Славная традиция добавлять в РПГ неприятных людей, например, игровых критиков, низко оценивших предыдущую часть, продолжится и в будущем. Боевая система практически идентична той, что была в игре Расти Резерфорда. Можно инициировать драку, и результат посчитается автоматически. Можно в начале боя применить заклинание, после чего начнется драка, а можно попробовать убежать. Единственный монстр, от которого убежать нельзя, это смерть. Потому что от смерти не убежишь. Такая вот шуточка от разработчиков. При победе на экране отображается какая-нибудь смешная фраза, типа «на ленточке порвал», «в лепешку», «нашампурил», «не дать не взять Дюк Нюкем». По итогу выходит так, что единственным эффективным методом борьбы с чудовищами вновь оказывается магия. Урон боевых заклинаний зависит от разницы между вашим уровнем и уровнем противника. Обычно противники одинакового с вами уровня умирают от одного заклинания, так что ваш забег по подземелью ограничивается числом магических слотов. Главное — это подобрать нужные заклинания. В игре их масса, и на разные типы монстров они действуют по-разному. Например, против смерти очень хорошо работает святая вода, а вот стеклышек надо закидывать кухонными раковинами. Что, простите? Закидывать кухонными раковинами? Нет, все правильно. Дело в том, что многие заклинания в игре откровенно стёбные. В английском языке существует идиома «бросить кухонную раковину». Например, на создание данного ролика я бросил кухонную раковину. Это означает, что я задействовал все возможные и невозможные ресурсы. А тут ее решили интерпретировать буквально. Кроме раковин, в противников можно бросаться свечками, глазами тритона, изгонять из них дьявола или просто помолиться. Обычно этого вполне достаточно. Слоты заклинаний разделяются по слотам мага и клирика.
И кроме расширенной боевой магии, есть еще буквально пара действий, на которые эти слоты можно расходовать. Например, телепортация на уровень выше или ниже, или проход сквозь стены. И это открывает интересные тактические возможности. Вместо того, чтобы бежать до ближайшего телепорта наверх, можно использовать заклинание, но есть шанс, что оно не сработает. А целый коридор монстров, на который вы потратите кучу слотов магии, можно обойти грамотным проходом сквозь стену. Магические предметы очень разнообразные, в основном благодаря вкладу братьев Пелетов. Есть магическая броня и оружие, повышающие ваш урон и снижающие урон противников. Различные кольца с полезными эффектами, эльфийские сапоги, которые снижают шанс встретить монстра, это такая вот механика скрытности. Волшебный амулет, определяющий ваши шансы на победу в бою, сумка хранения, снижающая вес золота, и волшебная лампа, показывающая секретные двери, которые другим способом в этой игре увидеть нельзя. Думаю, многие из вас узнали классические предметы из Dungeons and Dragons, но в поздних версиях игры появилось и что-то более оригинальное. Например, лампа Джина, которому можно было загадать одно желание. Стандартным желанием был выход из подземелья. Такой вот метод экстренной эвакуации. Но был вариант и оставить письменное желание, которое отправлялось самим разработчикам. Как вам такая игровая механика? Можно ли представить себе что-то подобное в современных играх? Простые желания типа повышения уровня или получения магического предмета сразу выполнялись. А если игрок был слишком жадным или желал заполучить, например, ту самую сферу, на него натравляли злого джинна. Один из друзей братьев Пелетов по имени Герхард Люшин загадал стать одним из авторов, то есть быть вывешенным на загрузочном экране в списке разработчиков. Находчивые братья, недолго думая, добавили в игру новую магическую книгу «Жизнь и приключения Герхарда Люшина». Автор Герхард Люшин. Полагаю, эффект от книги был довольно бесполезным. Помимо магических предметов, в игре есть зелья с разнообразными свойствами. Любое зелье можно попробовать, чтобы определить, что оно дает. Впрочем, если оно отравлено, урон вы все равно получите. Идентифицировать зелье можно и с помощью одного слота магии клирика. Опять же, в таких случаях частенько срабатывает жадность. Хочется приберечь ценные заклинания для боев с монстрами. Особо тут могу выделить зелье астральной формы, которое делает вас нематериальным, то есть неспособным поднимать предметы и золото, но зато и монстры вас будут игнорировать. Его рекомендуют использовать для безопасного исследования уровней подземелья. Магические книги могут повышать или понижать ваши характеристики, а иногда просто вас подрывают. Если ваш интеллект слишком низкий, многие из книг вы просто не сможете понять. Опытные игроки советуют вообще не читать никакие книги. В игре есть даже опция отключить их из случайной генерации сокровищ. С сундуками та же история. Шанс активировать ловушку и лишиться персонажа не стоит никаких сказочных богатств. Разумно это делать лишь свежим персонажем, чтобы сэкономить несколько часов начального фарма. Но я осторожничать не люблю. Вообще в играх я обычно очень жаден, из-за чего часто проигрываю. Игра позиционировалась как детерминистская, и во многом это действительно так. Если постоянно отказываться от всяких взрывоопасных лутбоксов, не набирать слишком много золота, потихоньку прокачиваться и аккуратничать, то пройти ее вполне реально. Но, на мой взгляд, такой игровой опыт затраченного времени совсем не стоит. Когда я нашел свою первую магическую броню на +1, мой персонаж оказался фактически неуязвим. За каждый плюсик брони урон противников снижался на 10. Поэтому можно было спокойно убивать низкоуровневых врагов без траты очков заклинаний. Тут особо актуальна имеющаяся в игре функция автобоя. Зайдя поглубже в подземелье, я налутал кучу золота, но на обратном пути меня тут же оформила смерть 22 уровня. Второй мой персонаж, помимо очень высоких статов, обладал кольцом регенерации, но его у меня не получилось вывести с нижних уровней. Игра требует большого терпения и очень больших затрат времени. У блогера CRPG Addict ушло на нее более 40 часов. Чтобы победить, нужно найти на одном из нижних уровней дракона. Против него можно применить особое драконобойное заклинание, но оно сожжет все ваши слоты магии. Та самая сфера стоит огромную кучу денег, а это значит, что на обратном пути на вас будут нападать самые лютые монстры. Подобная механика стала классикой в последующих рогаликах, но, что любопытно, в самом оригинальном Rogue до нее почему-то не додумались. Зато были включены другие вещи,
изначально появившиеся именно в The Game of Dungeons. Например, постоянная необходимость в идентификации предметов и зелий. Игру продолжали разрабатывать примерно до 1978 года, раздувая новыми предметами и механиками, как взятыми из новых книг по ДНД, так и придуманными самостоятельно. Например, на уровнях появились магазины, в которых ценное золото можно обменять на магические предметы. Наконец-то дали возможность играть за другие расы с уникальными бонусами – эльфов, дворфов и гномов. Правда, выглядит это несколько странно, потому что раса случайным образом выбирается при генерации персонажа. Появились всякие паутины и слизни, статические объекты подземелья, которые можно уничтожать оружием или магией. Зачарованных монстров стало возможно брать с собой и натравливать их на других, устраивая настоящие бои чудовищ. Сама идея игры тоже изменилась. Оригинальное подземелье Вайзенвуд теперь было лишь дополнительным уровнем, внизу которого располагался зачарованный фонтан, дававший золото и повышавший характеристики. Охраняла его буквально смерть с косой. Сферу с драконом переместили в новое подземелье под названием Пещеры, а также добавили третье – Гробницу Рока, в котором под охраной вампира хранился Грааль. Для победы теперь нужно вынести на поверхность и сферу, и Грааль. Много еще было изменений, новые монстры, заклинания, но, как по мне, братья Пелеты уж слишком перегрузили игру, которая до этого была не особо-то простой. На 9-ю версию они строили наполеоновские планы – открытый мир, гексагональная карта, но потом сами понимаете, работа, личная жизнь, да и система платы уже стала мало кому нужна. И тем не менее, игра Рэя Вуда, Гэри Вайзенханта и Дирка и Флинта Пеллетов вдохновила, за неимением лучшего слова, других разработчиков, которые позволили ей выбраться за пределы этой платформы. Но об этом мы с вами поговорим в другой раз. Кроме братьев Пеллетов, в университете штата Айова учились еще много талантливых студентов, интересовавшихся играми и программированием. Еще в 1974 году была собрана целая команда ребят, которые начали разработку масштабной игры про космос, вдохновленной Стартреком. В эту команду входили Джим Беттин и Кевин Данкомб. Данкомб очень любил заниматься графикой, в том числе трехмерной, и к 1975-му они с Беттином отделились от основной группы и начали разработку собственного проекта. К тому моменту они уже познакомились с первыми ролевыми играми, всеми тремя, о которых я успел рассказать в данном выпуске. Однако за всеми этими играми была связана одна проблема, уже не раз упоминавшаяся нехватка памяти. Подземелья в них создавались с помощью генераторов и хранились в игровом файле, поэтому их количество и сложность были сильно ограничены. Кевиту Данкомбу пришла поистине гениальная идея. Достаточно написать не занимающий много места алгоритм, который будет сам в процессе игры генерировать уровни подземелья ожидаемым образом. Так, уже на заре ролевых игр, в них появилась процедурная генерация. Джим Беттин оценил идею друга, и вместе они принялись разрабатывать свою версию бродилки по подземелью с видом сверху. На тот момент на платформе Плато уже вышло несколько 3D-игр, всякие авиа- и космосимуляторы. Так что рано или поздно друзья решили перенести и свою игру в 3D, сделав вид от первого лица. От остальных разработчиков Джим и Кевит отличались тем, что вообще не были в курсе про ДНД и даже Толкина не читали. Им просто понравилась концепция игр про подземелья, но вместо копирования или модификации они решили сделать что-то полностью свое, вдохновляясь всякими сказками, книгами и мифологией. Игра разрабатывалась как минимум до 1984 года. И тогда в нее все еще активно играли, поэтому сложно сказать, какие фичи появились изначально, а какие добавили позже. Но даже самые основные элементы впечатляют. Сами того не зная, Джим и Кевит творили историю. Тот самый Дирк Пеллет, который учился тогда вместе с ними в Айове и был большим фанатом Толкина, предложил назвать игру «Шахты Мории», подходящее имя для бродилки по подземельям. В истории этот проект остался известен как просто «Мория». Итак, для начала игры вам нужно создать персонажа. Никаких бросков кубиков, генерации статов, вы просто выбираете один из 4 архетипов и вводите имя. Архетип определяет ваши начальные характеристики: хитрость, благочестие, отвагу и волшебство. Забудьте про эти ваши силу и ловкость, тут полностью оригинальная система, которая отвечает целям и задачам игры. Хитрость улучшает вашу способность воровать, наносить критические удары, обезвреживать ловушки на сундуках, убегать от монстров, а также повышает продолжительность жизни. Как это связано с хитростью, спросите вы?
Дело в том, что чем хитрее ваш персонаж, тем дольше он может обводить вокруг пальца саму смерть. Да, в игре есть механика возраста. Чем старше ваш персонаж, тем больше его шанс встретить смерть. Насколько я понял, она к вам приходит в виде монстра, от которого можно сбежать, но могу ошибаться. Кстати говоря, свежесозданные герои начинают в возрасте 13 лет. По местному лору в 13 наступает совершеннолетие. Что тут можно сказать? Америка 70-х была суровым местом. Благочестие повышает эффективность ваших молитв. Местный аналог заклинаний клирика. Отвага повышает одновременно урон и защиту, а также вам потребуется 15 отваги, чтобы просто взять в руки одноручное оружие, и 30, чтобы использовать двуручное или два одноручных. Еще одна новая механика. Наконец, волшебство улучшает ваши заклинания мага. Все характеристики ранжируются от 1 до 100, по сути это проценты. При этом все они являются по своей сути навыками. В процессе игры они качаются. Знаю, звучит невероятно, но это так, я проверял. Когда вы используете в бою заклинания, качается волшебство. Когда пытаетесь убежать, хитрость. В свое время серию The Elder Scrolls очень хвалили за бесклассовый подход, начиная со второй части. Мол, даже если вы начнете играть за мага, ничто не помешает вам раскачать его как воина. Оказалось, что уже в одной из первых РПГ такая система вполне себе существовала. Здесь выбор архетипа, который примерно соответствует воину, вору, магу и клирику, влияет лишь на распределение начальных значений. За первый час игры все ваши характеристики можно вполне поднять до уровня максимальный на старте. Самое главное, у вашего героя нет уровня, соответственно и нет набора опыта. На противниках можно лишь тренировать ваши навыки, ну и, конечно, забирать у них сокровища. Существует и особая пятая характеристика – жизненная сила. По сюжету игры в мире моря есть 4 элемента – огонь, вода, земля и воздух. Все неодушевленные объекты состоят из них, но только у живых существ есть пятый – жизненная сила, которая и дает им жизнь. Не спешите обольщаться, этим игровой лор и ограничивается. В отличие от всех остальных навыков, жизненная сила сразу начинается на 100 и не может повышаться. А вот понижаться вполне. Очевидно, что основной источник ее понижения – это урон от противников. Но есть еще один, гораздо более необычный – ваши собственные заклинания и молитвы. Маны в этой игре нет, так что использование магии просто понижает здоровье. Такой оригинальной системы я нигде не припомню. Максимум были всякие механики магии крови или перекачки здоровья в ману, но это другое. Положа руку на сердце, могу сказать. Еще ни в какой игре процесс прокачки мага не был настолько мучительным. Во всех смыслах. Думаю, предполагалось, что маги и клирики должны стоять в задних рядах и осыпать противников заклинаниями, в то время как в переднем ряду танкуют воины и воры. Я уже говорил, что эта игра мультиплеерная. Да, разработчики как-то умудрились создать мультиплеерную партийную РПГ от первого лица. Работает это следующим образом. В ходе игры вы можете встретить других персонажей и присоединиться к их группе. Всего в группе может быть до 10 игроков. Персонажи могут свободно двигаться в рамках квадрата 6 на 6 клеточек, на которые поделена карта подземелья. Если кто-то из них встречает противника, он может позвать на помощь, и у других есть опция присоединиться к бою. Конечно же, можно общаться внутри группы, а также шептать, то есть посылать личные сообщения. Самое что ни на есть классическая механика современных MMORPG. Решение о переходе на следующий квадрат может принимать только глава группы, и когда он перемещается, остальные подтягиваются автоматически. Награды в бою разделяются по-честному. Больше всего достается тем, кто нанес больше урона. Но особый бонус имеют те, кто первыми вступили в бой с монстрами, и персонаж, открывающий сундук. За вредность работы. Монстров в игре ровно 100, как и в Орденке, и они разделяются на 8 категорий. Некоторые из них уже должны быть знакомы зрителю по прошлым играм. Люди, нежить, звери, маги и мифические существа. А вот остальные новые. Клирики, элементали и законные существа. К законным авторы отнесли всяких добрых созданий типа хоббитов и кентавров. К элементалям, кроме 4 классических, относится еще и Ничто. Один из самых сильных противников в игре. Гоблинов почему-то отнесли к нежити, лишний раз доказывая, что с ДНД разработчики вообще не имели дела. Есть и множество откровенно странных существ типа серкиаров, таронов, серинов, дернаро, пуридов, таркусов или килрилов.
Выглядит это как обрубки реальных слов. Возможно, этих монстров просто выдумали или сильно изменили оригинальные имена. Как минимум пару имен позаимствовали из популярных в 70-е книг и фильмов. Мегалон взят прямиком из фильма «Годзилла против Мегалона» 73-го года выхода. А Кзины или Кзинти из произведений того самого Ларри Нивина, который придумал современное определение маны. Первые книги выходили еще в 60-х, и вы таки удивитесь, но они выходят и до сих пор. Кзинти появились в 73 году на экранах, в мультсериале по Стартреку, в рамках коллаборации с писателем. Видимо, именно там их и увидели Кевет и Джим. Все монстры разделяются по уровням, причем 5-й является минимальным, а 90-й максимальным. Как это работает, я не совсем понял. Возможно, имеется в виду число жизненной силы или что-то в этом роде. Практически в самом начале игры я спокойно убивал врагов в районе 50 уровня, что в реалиях предыдущих 3 игр выглядит как фантастика. В бою, кроме стандартных действий типа использования магии, можно использовать трюк. Чем выше ваша хитрость, тем больше у вас шанс нанести критический урон и убить врага с одного удара. Можно предложить противнику золото или какой-нибудь предмет, чтобы откупиться. Если вашего персонажа сильно ранили, но с вами есть союзники, то вы можете некоторое время уклоняться от атак, что снижает вероятность монстров по вам попасть. Наконец, можно позвать на помощь. Тогда у всех персонажей неподалеку появится опция присоединиться к бою. Чем глубже вы заходите в подземелье, тем больше противников могут на вас напасть. Вплоть до 10, насколько я понимаю. Но это не значит, что в одиночку в игру играть невозможно. Если на вас напали 10 гоблинов, всегда есть вариант убить одного, сбежать из боя, восстановить силы, и когда вы вернетесь на ту же клеточку, гоблинов будет уже 9. Бои, да и вообще все в этой игре, в отличие от всех предыдущих, происходит в реальном времени. Если вы будете просто стоять и ничего не делать, то монстр вас попросту загрызет. При этом сражения все-таки разделены на условные раунды. Похожая система появится в поздних играх серии Might and Magic, например. После того, как вы закончили ход, должно пройти несколько секунд перед тем, как вам дадут сделать следующий. Если вы находитесь не в бою, то ваша жизненная сила сама по себе восстанавливается в реальном времени. Где-то за 3-4 минуты вы можете полностью ее отрегенерировать. С этим же связана и механика голода и жажды. Еще одно новшество, которое Мория надолго привнесла в жанр RPG. Вашему персонажу нужно регулярно пополнять запасы еды и воды. Можно покупать их в городе, но есть и альтернативные источники. Колодцы в подземельях и туши убитых зверей. Вода из колодцев может быть отравленной, но для этого предусмотрена молитва очищения воды. Если у героя кончится один из этих ресурсов, вы начнете терять жизненную силу. Реальная история. Один из игроков забыл выйти из игры и оставил своего персонажа на несколько часов. Вернувшись, он с ужасом обнаружил, что припасы кончились, а здоровье почти на нуле. Другие игроки организовали целую спецоперацию по доставке еды и воды. В итоге еле-еле, но спасти героя таки удалось. Время в игре течет довольно быстро. Месяц меняется примерно за 10 минут, ну а год, соответственно, длится около 2 часов. Можете сами прикинуть, сколько суток нужно играть, чтобы ваш персонаж успел состариться. Тут и самому состариться недолго. На контрасте с другими сегодняшними RPG, в Мории продумана развернутая система снаряжения. В той же The Game of Dungeons предметов было много, но предполагалось, что вы соберете их все, и какой-то выбор делать не приходилось. Меч плюс 2 всегда был лучше меча плюс 1, а вот какой-нибудь булавы плюс 1 не существовало в природе. Здесь же реализовано все как в современных RPG. Множество видов оружия, брони и магических предметов, которые улучшают ваши показатели атаки и защиты, а некоторые из них дают и дополнительные бонусы типа повышения навыков. Персонаж может на себя надеть одноручное оружие и щит, или 2 одноручных оружия, или 1 двуручное. 1 пояс, 1 элемент брони, 1 шлем и 1 пару перчаток. Предметы могут как падать с противников, так и продаваться в магазинах. Магазины тут работают вообще очень необычным образом. Вы не можете посмотреть весь ассортимент. Продавцы лишь советуют вам что-то приобрести с учетом ваших финансовых возможностей. Ну, такие тут, продавцы-консультанты в общем. Цены, которые они загибают, совершенно неподъемные, но есть возможность торговаться и скинуть примерно половину запрошенной суммы. Кеви Данком потратил кучу времени, чтобы создать реалистичное взаимодействие с продавцом. Вместо выбора вариантов ответа вы вручную пишете, что сказал бы ваш персонаж. Например, предлагаете сумму поменьше или соглашаетесь купить предмет. У продавца реплики тоже довольно разнообразные. Он может ответить что-то типа «Да я так разорюсь, мне еще детей кормить», ну и все в таком духе.
Дело в том, что Плата мало того, что был учебной системой, но еще и разрабатывался для людей, далеких от компьютеров. На дворе все-таки 75-й год, и для большинства студентов это, скорее всего, было их первое взаимодействие с такой технологией. Поэтому для всяких контрольных, которые проходили на Плата, была предусмотрена примитивная реализация естественного языка. Система анализировала полученную текстовую строчку и определяла, содержит ли она правильный ответ на вопрос. Во время игры я намеренно избегал простых ответов, и иногда это действительно работало, но не всегда. Система магии довольно куцая и основана на вероятностях. Большинство боевых заклинаний и молитв — это всякие параличи или святые слова, которые сразу же убивают противника, но действуют не гарантированно. Возможно, как в The Game of Dungeons, разные заклинания лучше работают против разных монстров. Есть молитва об исцелении, которая тут называется помазанием, но у меня она ни разу не сработала. Наоборот, только отнимала здоровье, потому что на ее использование тоже тратится жизненная сила. Есть и несколько полезных мирных заклинаний. Прохождение сквозь стены или создание еды и воды. К сожалению, для эффективного использования магии нужны высокие показатели соответствующих навыков, а за 1,5 часа мой персонаж поднял свое волшебство всего на 3 уровня, поэтому срабатывали заклинания крайне редко. Игровая карта демонстрирует чудеса процедурной генерации. Видно, что разработчики просто в какой-то момент не могли остановиться. Игрок начинает в городе, который от других локаций принципиально отличается только тем, что там нет монстров. Зато есть магазины и гильдии. Из города можно попасть в дикие земли, своего рода начальную локацию, в которой противники относительно слабые, так что именно там и имеет смысл прокачивать своего персонажа. Из диких земель вы можете попасть в одно из 4 подземелий, каждое из которых разделено аж на целых 60 уровней. Это пещера, гора, лес и пустыня. Принципиально они ничем особо не отличаются, как визуально, так и в плане наполнения. Есть еще и секретное подземелье под названием Океан, но если вы туда попадете, то ваша жизненная сила начнет неумолимо убывать. Для безопасного исследования океана надо раздобыть волшебные жабры. Вроде как они падают с одного из противников, потому что покупать магические предметы в море и нельзя, только броню и оружие. Каждый из уровней — это примерно 40 на 40 клеточек. Сами видите, насколько долго эту игру проходить одному. Видимо, предполагалось, что разные игроки будут исследовать разные подземелья, а потом делиться друг с другом картами. Для удобства исследования подземелий предусмотрена еще одна революционная функция — веревочка, ну или нитка. Вдохновившись мифом о лабиринте Минотавра и нити Ариадны, разработчики добавили игроку возможность привязать нитку на любой из клеток подземелья. Пока вы находитесь все на том же уровне, вы можете как бы пройти назад по нитке и мгновенно очутиться там, где вы ее привязали. Это предтеча ставших классикой многих ранних РПГ заклинаний пометки и возврата. Особенно забавно, что чем ниже уровень подземелья, тем больше вероятность того, что монстры прогрызут вашу ниточку, и назад придется добираться самостоятельно. Еще одна механика позволяет разбить в любой клеточке лагерь и хранить там запасы еды и воды. Дело в том, что один персонаж может на себе унести запас пропитания только на 30 месяцев, поэтому для более продолжительного исследования глубоких подземелий приходится где-то хранить припасы. Другим нововведением Мории являются уже упоминавшиеся гильдии. Предполагают, что идея гильдии в фэнтези появилась в книгах американского писателя Фрица Лейбера «Фафхард и серый мышелов». В этих произведениях регулярно появлялись такие организации, как Гильдия воров и Братство убийц. Очень узнаваемые в наше время образы. Описаны они были скорее в пародийном плане. Само существование гильдии, то есть по сути профсоюза профессиональных воров, звучит как что-то очень юмористическое. В игру добавили 4 гильдии: Союз рыцарей, Братство, Круг волшебников и Гильдия воров. Каждый игрок на старте имеет гордое звание крестьянин, но если вы достаточно прокачаете свои навыки, вы сможете вступить в одну из гильдий и продвинуться в рангах. От новичка и подмастерья до советника, мастера и гильдмастера. Для каждого продвижения нужно заплатить 1 000 000 золотых. С первых монстров у меня в среднем падало около 500. Кроме того, нужно иметь минимальное значение соответствующего навыка. Например, чтобы стать мастером круга волшебников, ваш навык волшебства должен быть равен 50. Качаться придется целую вечность. Гильдмастером же становится тот мастер, у которого самый высокий уровень навыка во всей гильдии. Кратко пройдемся по каждой из организаций. Союз рыцарей — это гильдия воинов.
Для вступления вам требуется высокая отвага. Членство в союзе снижает получаемый урон и позволяет одним ударом обезглавливать монстров. Братство – это религиозная организация, поэтому там учитывается только ваше благочестие. Члены братства могут мгновенно восстанавливать жизненную силу персонажей всей группы после боя. В круге волшебников, конечно же, уважают навык волшебства. Волшебники круга обладают способностью телепортировать всю группу обратно в город. Наконец, в гильдии воров в почете навык хитрости. У воров есть шанс найти дополнительные предметы, спрятанные в выпадающих с монстров сундуках. Члены гильдии имеют доступ к гильдбанку, где можно хранить магические предметы. На себе персонаж может унести всего около 10 вещей, так что без дополнительного места для хранения всякого барахла никак не обойтись. Если же ваш персонаж погибнет, то содержимое гильдбанка перейдет к наследнику, вашему новому персонажу. С этим же связана еще одна забавная механика. Из гильдбанков можно воровать. Шанс успеха зависит от навыка хитрости. Если вам не повезет, вашего персонажа посадят за решетку. Получается первая реализация тюрьмы в компьютерных РПГ. Поскольку Морию делали американцы, то единственный вариант выйти из тюрьмы — это внести залог. Причем внести его может только ваша собственная гильдия. В противном случае вы будете гнить за решеткой до скончания времен. Как вы могли заметить, классы в этой игре по сути являются гильдиями. Уже тут, на заре жанра РПГ, были сформированы классические архетипы, знакомые каждому фанату настольных ролевок. Файтер, клирик, маг и вор. По гибельной пустыне и по снежным склонам гор идут, объединившись, файтер, клирик, маг и вор. Пускай ДМ увидит нас в своих кошмарных снах. Ползут по закопушкам файтер, клирик, вор и маг, да будет так. В более поздних MMORPG они трансформировались в троицу танк, хилер и ДД, то есть Damage Dealer. Ими обычно считаются и маги, и воры. Для комфортной игры в Морию в каждой группе должен быть представитель хотя бы одного из классов. Воин будет танковать монстров, клирик исцелять раны, маг отстреливаться заклинаниями, ну а вор обезоруживать ловушки на сундуках. Все это, конечно, очень здорово, но в чем же смысл игры? В чем состоит финальная задача? А тут, как и в любой хорошей MMORPG, задачи можно придумывать самому. Например, стать гильдмастером своей гильдии, что займет немало времени, даже без учета конкуренции. Как и в других играх, здесь есть таблица рекордов, как за каждый месяц, так и за все время. Очки вы получаете за убийство монстров. Мне за начальных врагов давали по 1 очку, а тут у топового игрока 17,5 миллионов. Опять-таки, представьте масштаб гринда. Кто-то может поставить себе цель составить карты всех 300 уровней подземелья. Другой игрок может попробовать раскачать все навыки до 100, что сделать непросто в первую очередь из-за старения героя. Для этого разработчики предусмотрели особый артефакт – кольцо жнеца. Жнецом на Западе называют смерть с косой. Это кольцо омолаживает вашего персонажа на 5 лет, а найти его можно на одном из уровней подземелья. Когда кто-то из игроков находит кольцо, оно перемещается на этаж ниже. Если игрок проживет особенно долго, он получит статус бессмертного. Хотя как именно работает эта механика, мне не удалось узнать. Я это все так сочно рассказываю, что у вас может сложиться впечатление, как будто я провел в этой игре много часов. На самом деле я играл совсем немного. Достаточно для того, чтобы ознакомиться с базовыми механиками. По большому счету, Мория — это лишь огромный мир и правила, по которым он работает. Основу геймплея составляет прежде всего взаимодействие с другими игроками. Можно вместе исследовать мир, качаться, общаться, обмениваться информацией, торговать. Говорят, многие игроки в Морию могли часами простаивать в городе и о чем-то друг с другом болтать. Возможно, имел место даже ролевой отыгрыш. Удивительно, но люди, никогда не игравшие в ДНД, смогли создать игру, верную духу настольной ролевки, в то время как остальные лишь следовали ее букве. Тевит Данкомп и Джим Беттин состояли в особой группе, которая помогала преподавателям университета писать уроки для плата. Благодаря этим привилегиям игра не только смогла сохраниться, но еще и обновлялась почти 10 лет. Последний всплеск активности произошел в начале 2000-х, когда систему плата вывели в интернет, но сейчас, к сожалению, в нее мало кто играет. Из-за наличия более продвинутых проектов все на том же плата. И все же заслуженную популярность Мория получила. В нее играли сотни, если не тысячи людей. У многих и по сей день лежат карты, нарисованные на пожелтевшей бумаге, а кого-то игра свела вместе.
Весной 1984 года один парень познакомился в море с девушкой, а осенью они сыграли свадьбу. Это был, конечно, не уникальный инцидент, в те времена онлайн-игры уже начали потихоньку входить в обиход, но случай все равно показательный. Сам Кевин Данкомб в университете Айовы не доучился, отчислили за неуспеваемость. Видимо, слишком много времени проводил за созданием игр на плата. Но сам он об этом не жалеет. По его словам, создавая Морию, он научился гораздо большему, чем ему могли преподать в учебном заведении. Вторую половину 70-х недаром называют темными веками компьютерных РПГ. К сожалению, не всем играм повезло, как Мории или Pedit 5, и многие из них были навсегда утрачены или просто недоделаны. Одну из таких игр разрабатывал участник группы Кевина Данкомба и Джима Беттина по имени Джон Долески. Джону в свое время несказанно повезло. В 1972-м его мобилизовали с целью отправить во Вьетнам, и он уже проходил обучение в воинской части, но каким-то образом избежал отправки на фронт и вернулся в университет. Пока Кевин и Джим работали над Морией, Джон со своей командой буквально на соседнем терминале создавал свой проект. Ребята активно взаимодействовали и помогали друг другу с разработкой. Ситуацию облегчало и то, что их проекты позиционировались как учебные, то есть разрабатывались вполне легально. Еще в 1973-м Джон Долески создал игру Empire, тот самый космический симулятор по мотивам Стартрека, в котором ваш покорный слуга так и не смог разобраться. Несмотря на кажущуюся сложность, игра оказалась безумно популярной, в первую очередь из-за своей инновационности. Она поддерживала мультиплеер на 8 игроков, задачей которых было развивать свои планеты и отправлять в космос корабли. Это была предтеча современных космических стратегий. Свою популярность Empire сохранила и по сей день. После подключения плата к интернету по ней даже проводились турниры. Но это был не единственный проект Джона. В 1975-м он начал работу над игрой под названием Dungeon. В свое время Расти Резерфорд говорил, что Pedit 5 он создал из-за того, что в тот момент уже велась разработка игры по Dungeons and Dragons, но он никак не мог дождаться, когда же она завершится, поэтому сделал свою. Из всех известных кандидатов, наиболее вероятной игрой, которую начали создавать еще до Pedit 5, является именно Dungeon Джона Долески. Однако разработку он так и не закончил. В 1975-м у него диагностировали рак. И хотя диагноз в итоге оказался ошибочным, это сильно подкосило его творческие способности. Говорят, что игра была мультиплеерной, как и Мория, но не пользовалась большой популярностью из-за того, что была очень сложной и обладала высокими системными требованиями, то есть работала очень медленно по сравнению с конкурентами. Возможно, по этой причине рабочая версия Dungeon не сохранилась. Существует лишь что-то вроде прото-версии игры, и единственный способ получить к ней доступ сейчас — это запустить урок под названием Dungeon. Вам покажут замечательно нарисованное меню, ну и на этом все. Однако пару слов по игре все-таки можно сказать. Во-первых, на экране нам показывают некий замок. Почему именно замок? У меня есть версия. Дело в том, что английское слово dungeon переводится не только как подземелье, но и как донжон, центральная башня замка, в котором обычно жил его хозяин. На стенах замка стоят всяческие чубрики. Эти узнаваемые спрайты персонажей нарисовал студент Марк Накада. Есть информация, что Марк разрешил всем разработчикам использовать эти изображения в своих проектах. Его имя указано и в титрах. Но самая удивительная особенность этого меню — это часы на главной башне, которые до сих пор ходят и показывают точное серверное время. Более того, если вы зайдете в игру днем, на небе вы увидите солнышко, а ночью будут видны звезды и луна. Впрочем, в моем регионе это работает ровно наоборот. С Москвой у Соединенных Штатов примерно 12 часов разницы. Если вы нажмете клавишу Data на платовской клавиатуре, вам покажут какие-то графики, а потом все сломается. Больше ничего об игре узнать не удалось. Джон Долески вроде как планировал закончить свой проект после того, как в 2004-м у системы плата случилось второе рождение. Возможно, он воссоздал игру с нуля или по каким-то старым распечаткам кода, и единственное, что он успел создать, это вступительный экран. К сожалению, саму игру он не доделал, и в 2023 году скончался в возрасте 70 лет. Но не плата единым. В других американских университетах в ходу была система PDP-10, очередное поколение компьютера PDP, для первой модели которого выпустили ту самую Space War, одну из первых компьютерных игр. PDP-10, как и плата, был мейнфреймом,
то есть большим центральным компьютером, к которому подключались терминалы. В начале 70-х дисплейные терминалы еще не были повсеместно распространены, и во многих заведениях вполне могли обходиться телетайпами, то есть буквально печатными машинками, которые бесперебойно, со скоростью от 10 до 30 символов в секунду, распечатывали на длиннющей бумаге все то, что компьютер должен был выводить на дисплее. В 1971 году в Помонский колледж в калифорнийском городе Клэрмонт поступил студент по имени Дон Деглоу. В колледже были установлены терминалы PDP-10 и даже были простенькие игры. Подразумевалось, что студенты, никогда раньше не видевшие компьютеров, смогут на примере игр быстренько разобраться с новой технологией. При этом играть в игры более 2 недель после знакомства с системой считалось мавитоном. Это было нецелевым использованием ценных вычислительных ресурсов, и системные администраторы частенько отключали терминалы особо увлекавшихся играми студентов. Хотя Дон Деглоу изучал в колледже драматургию, программирование стало его главным хобби. Уже в 1971-м он написал симулятор бейсбола. Как и многие молодые американцы, он был фанатом этого вида спорта. Ну а от бейсбола до ролевых игр, как мы уже выяснили, рукой подать. В 1972-м выходит его версия Стартрека. Далеко не единственная на тот момент, но ставшая одной из самых популярных в Америке. Деглоу вспоминал, что со всей страны ему приходили письма с благодарностями, конструктивной критикой, а один парень даже написал, что игры — это новая форма искусства. Тогда Дон Деглоу посчитал его сумасшедшим, но история рассудила, что парень тот был на самом деле пророком. В своем Стартреке Деглоу совместил стратегическую составляющую из других версий и свое увлечение драматургией. На действия игрока игра реагировала репликами как бы от лица персонажей, то есть членов команды корабля Enterprise. Чтобы избежать проблем с руководством колледжа, начинающий разработчик поступил так же, как и некоторые ребята из Айовы и Иллинойса. Получил должность системного администратора. И, как говорится, не можешь победить — возглавь. Впрочем, на долгой дистанции это не помогло. Большинство его ранних игр на данный момент считаются утраченными. В 1974-м Дон Деглоу заканчивает колледж и поступает в магистратуру исследовательского университета, все в том же Клэрмонте. Тогда по студенческим кампусам как чума начала распространяться Dungeons and Dragons. Конечно, бакалавр драматургии никак не мог пройти мимо первой ролевой игры в истории. Уже имевшийся у него опыт разработки игр, Деглоу использовал для создания в 1975 году компьютерной версии D&D, которая в наше время известна под названием Dungeon, как и многие игры с плата. Впрочем, сам Деглоу игры на плата смог оценить гораздо позже. В его учебных заведениях таких компьютеров попросту не было. И тем не менее, идея игры очень напоминает все ту же Padlet 5 Расти Резерфорда. Он тоже хотел сделать компьютерный аналог D&D-шных правил. Но в отличие от игры Расти, в Dungeon Дона Деглоу все было еще более приближено к настольной RPG. Игрок мог создать не одного персонажа, а целую группу из 6 приключенцев. Причем для каждого из них можно было выбирать расу и класс. Раса влияла в том числе на радиус обзора героев. В оригинальном D&D эльфы и дворфы обладали инфравидением, позволявшим им видеть в темноте, а вот остальным приходилось пользоваться факелами или магией. Реализовано это было с помощью тумана войны, который покрывал карту и развеивался при приближении персонажей игроков. Dungeon считается одной из первых игр с подобной механикой. Группы персонажей мог управлять как один игрок, так и несколько. На компьютерах PDP-10, в отличие от плата, не поддерживались сетевые приложения, поэтому, например, первый игрок делал свой ход и уступал кресло второму. Такой метод игры в будущем получит меткое название Hot Seat — нагретое сиденье. Dungeon была текстовой игрой, в которой, насколько я понял, нужно было вручную вводить команды, ударить монстра оружием, использовать заклинания или переместиться на другую клеточку. Однако была и поддержка огромной графической карты — 40 на 80 клеточек, которая была нарисована текстовыми символами. Можете себе представить, как проходила игра в Dungeon. Вы делали ход, после чего на телетайпе печаталась обновленная версия игровой карты, что занимало от 2 до 4 минут. Даже когда телетайпы начали заменять на полноценные дисплеи, обновление экрана все равно длилось около 30 секунд. Идея игры была в том, что персонажи путешествуют по подземелью и встречают монстров или какие-то энкаунтеры, то есть случайные встречи. Впрочем, о природе этих энкаунтеров остается лишь догадываться. Деглоу писал, что в Dungeon были NPC, то есть неигровые персонажи. Вполне можно допустить, что у них были даже небольшие реплики, в стиле его же игры по Стартреку.
Любопытно, что поддерживалось и дальнобойное оружие. В рассмотренных сегодня играх монстров приходилось рубить исключительно в ближнем бою. Высока вероятность, что именно Dungeon была первой компьютерной ролевой игрой, опередившей игры Splata. Впрочем, сам разработчик отрицает свою роль первопроходца в жанре RPG, потому что он лишь перенес на компьютер уже существовавшие правила, созданные Гэри Гайгексом и Дэйвом Арнесоном. В конце 70-х вышел персональный компьютер Apple, на игры появился потребительский спрос, и Деглоу начал свою карьеру игрового дизайнера. Конечно же, он обратился к своим старым проектам, чтобы выбрать наиболее перспективные варианты для коммерческих игр. Однако свой Dungeon он по каким-то причинам проигнорировал, и одна из первых компьютерных RPG канула в лету. Подозреваю, она еще где-то пылится на стареньком университетском PDP-10, но в открытом доступе ее пока нет. В будущем Дон Деглоу сделает успешную карьеру в игровой индустрии и вообще станет легендарной фигурой среди геймдизайнеров. В 1982-м он выпустит игру «Утопия», которую многие считают предтечей всего жанра стратегий и градостроительных симуляторов в частности. Потом он таки вернется во вселенную Dungeons and Dragons и создаст ряд классических игр, включающих, например, Neverwinter Nights, первую в истории MMORPG в традиционном понимании. Но обо всех этих проектах мы поговорим уже в следующих выпусках. Мы познакомились с первыми в истории компьютерными RPG и их разработчиками. Прекрасно видно, что уже на заре жанра наметилось сразу несколько направлений, которые будут развиваться в дальнейшем. Но до дебюта RPG в коммерческой игровой индустрии еще далеко. Пока все эти проекты разрабатывают как бы для своих, и непосвященным остается лишь довольствоваться настольными ролевыми играми. Спустя пару десятилетий система Плата выйдет из употребления, и вышедшие на нее игры станут достоянием мифов и легенд. До 2004 года, когда бывшие разработчики Плата восстановят эту систему практически в первозданном облике и подключат мейнфрейм к интернету. Теперь у каждого есть возможность поиграть в самые ранние RPG в истории, исследовать подземелья Ортанка или земли Мории, а может быть даже найти волшебную лампу в The Game of Dungeons. Ведь для всех этих разработчиков большой радостью является то, что в их игры по-прежнему играют, и может они только и ждут, когда вы найдете лампу Джинна и загадаете им свое желание. На самом деле нет, в современной реализации Плата механика желаний не работает. Но если вам все-таки хочется опробовать одну из стареньких игр, инструкция по запуску будет в описании. Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал Лормастера. Если вам понравилось видео и хочется как-то особенно отблагодарить, буду очень рад вашей подписке или спонсированию выхода нового ролика на Бусти. Если же вы с чем-то не согласны или хотите дополнить повествование, предлагаю оставить комментарий. Это был год 1975 в проекте «История компьютерных РПГ» 1975-2025. Следующий выпуск — 76 год. Скандалы, интриги, обвинения в плагиате, поиски первой РПГ и колоссальное пещерное приключение. До следующего ролика и следующего года. Счастливо, дорогие коллеги!